Всем здравствуйте, мои уважаемые зрители. У нас прогноз на сентябрь. Прогноз я буду делать на Таро Акаши. Эта колода дает нам доступ к информации, которая содержится в хрониках Акаши. Она может помочь нам открыть духовные потоки, которые всегда текут между нами и хрониками. Мы посмотрим прошлое, которое имеет влияние на настоящее, а также на ваше будущее. Эта колода поможет нам раскрыть возможности, отношения, действия, которые помогут вам двигаться вперед по направлению к вашим мечтам, желаниям. Здесь вы можете получить очень ценную информацию о работе с любым проектом, об изменении трудных установок, ограничений, об исцелении и привлечении в вашу жизнь отношений, ну а также о достижении ваших целей, которые вам дороги. Но еще эта колода приносит руководство от вознесенных владык, от ангелов, архангелов и от вашей духовной семьи, от вашей души и от вашего высшего Я. Настраивайтесь на получение информации, задайте вопрос во Вселенную, что меня ждет в сентябре месяце. Хорошо, у нас прогноз для стрельцов на сентябрь месяц. Давайте посмотрим, какие энергии будут внутри вас, вокруг вас происходить в сентябре. С какой энергией вы входите в сентябрь из августа? Что вас ждет в сентябре? Первая декада, вторая декада, третья. Энергии, с которой вы выходите из сентября в октябрь. Да, из 5 карт у вас 3 старших аркана, поэтому месяц для вас важный. Энергии, с которой вы входите в сентябрь, здесь у вас ложится 21-й старший аркан, это Уриэл и Сфинкс. Здесь мы видим, что архангел Ариэл пришел о чем-то посовещаться со Сфинксом. А Сфинкс является молчаливым хранителем истины и древних тайн мира. Но за то время, что он стоит в пустыне, его несколько раз по самую шею засыпало песком, и ему пришлось откапываться. Очевидно, и вы работали над собой, над своим внутренним копанием. Может быть, вы избавлялись от каких-то старых историй, верований, паттернов, искали истину внутри себя. Но Ариэл показывает, что, скорее всего, в вашей жизни был учитель, наставник, руководитель или друг, или отношения с которым являются для вас очень большой ценностью. Когда эта карта ложится перевернутая, она говорит, скорее всего, пески времени сейчас вас накрыли. То есть или вы отложили свою внутреннюю работу в сторону, который вносит свет в ваше самораскрытие, или позволили земным мелочам взять над вами верх. И эти мелочи удерживали вас от духовного роста. То есть, когда эта карта перевернута, она говорит, что вы, возможно, имеете очень большие склонности возвращаться в ваши старые эмоциональные, мысленные или поведенческие паттерны. Но будьте осознанны, осторожны, потому что песок быстрый. И сейчас вам нужно приложить больше усилий. Но карта говорит, что, скорее всего, есть у вас кто-то в духовном или физическом мире, кто может вам помочь. Найдите ту родственную душу, которая разделит с вами поиск духовности. Сделайте вот эти отношения и вашу внутреннюю работу вашим новым приоритетом. Потому что вы всегда были и всегда будете самой важной работой, которую вы когда-либо имели. Поэтому откапывайтесь. Это у нас была энергия, с которой вы вошли в сентябрь. Первая декада, здесь ложится шестерка роз,
это The War of the Rose, это война роз. Карта у вас прямая. То есть мы видим, что на небе собираются грозовые тучи и стоят две линии конных рыцарей. То есть они стоят наготове, лицом к лицу, через вот это поле битвы. Эта карта может описывать войну в отношениях или битву в вашем сердце относительно отношений. Да, чаще всего эти отношения носят романтический характер. Но также это может быть отношения с близким родственником, с коллегой на работе, с другом, начальником. И здесь могут присутствовать игры силы, и, скорее всего, отсутствует взаимность и связь. То есть карта говорит, в отношениях с кем-то вы зашли в тупик. Вот этот белый флаг показывает вашу интуицию, вашу душу, которая говорит вам, что не поддерживает вот эти ваши переживания. Но ваши страсти, страхи и потребности, это вот эта красная роза, мешают вам слушать. Да, может быть, вы пытались объединить эти два флага вместе, вот в этот зеленый, но он лежит растоптанный в грязи. То есть карта говорит, вот эти ваши усилия ни к чему не привели. Ну и что? Вы стоите, ваша душа и ваши страсти, просто смотрите и ждете. Эта ситуация не что иное, как карма. И для вас пришло время дождаться сигнала и приступить к действиям. Карта говорит, постарайтесь лучше позиционировать себя в этом конфликте, но если есть возможность, то покиньте вот это поле битвы. Мы сейчас можем на эту карту провести аффирмацию. Расслабьтесь, постарайтесь, чтобы вам никто не мешал. Закройте глаза и представьте или почувствуйте человека, с которыми у вас здесь вот эти сложные отношения. Представьте его перед собой, его или ее. Это могут быть любые отношения, которые сейчас очень сложны в вашей жизни. Представьте, что этот человек протягивает вам розу. Посмотрите на эту розу. Она живая или завядшая? Большая или маленькая? Светлая или темная? Счастливая или грустная? Какое сообщение вы получаете от этой розы? Вторая декада. У вас ложится старший аркан, архангел Рафаэл. Она у вас прямая. Архангел Рафаэл несет энергию любви, семьи, чудес и священных путешествий. И он сейчас может разделить с вами вот эти ваши стремления, а также поделиться своим опытом. Из всех архангелов, как правило, приходит в облике человека. И эта карта предвещает вам время великих достижений в вашей личной жизни. Сейчас в вашу жизнь входит множество благословений. Это может быть восстановление утраченной мечты, воссоединение членов семьи, или может быть даже исцеление, возможно, физического состояния или разбитого сердца. Даже если вот эти состояния продолжались длительное время, в вашей жизни сейчас наступает прорыв. Пусть Рафаэл будет вашим партнером в этом процессе, и вы скоро увидите, почему все называют архангела Рафаэла чудотворцем. Третья декада сентября. У вас здесь ложится двойка ключей. Карта называется The Treasure. The Treasure — это сокровище, но карта у вас перевернутая. В прямом положении мы видим, человек пришел в свой дом и видит, что весь его дом разграблен, а то, что не украли, то сломали. И в прямом положении карта показывает какую-то очень большую потерю или, может быть, неприятность в вашей жизни. Это может быть потеря работы, отношений или каких-то возможностей. Но вот здесь на маленькой тумбочке стоит сундучок, из которого пробивается лучик света. Вот этот маленький сундук показывает ту часть вас, которая заполнена светом. И он неуязвим и никогда не может быть вами потерян или поврежден. Когда эта карта ложится в перевернутом положении, она показывает, что крышка этого сундука открылась, то есть какие-то
разрушительные события могли заставить вас почувствовать себя уязвимым. Но вот вы раскрыли этот ваш сундук с вашим внутренним светом, силой, который находится внутри вас, и смогли пройти эти сложные испытания. Ваше ближайшее будущее наполняется какими-то явными возможностями, а также новыми и богатыми предложениями от Вселенной, которые вас ждут. И энергия, с которой вы выходите из сентября в октябрь, здесь ложится опять старший аркан, он прямой, эта карта называется инициация. Инициация – это посвящение. И карта показывает вашу инициацию. Это даже больше, чем трансформация или изменение. Это не что иное, как ваше движение к более высоким откровениям силы, проницательности, достижений. Да, когда мы меняем свои вибрации, то здесь может быть утрата низковибрационных отношений, работы, занятий или каких-то действий. Но это необходимо, чтобы поднять вас на более новые высоты и мощности, которые вас ждут. Ваша инициация может проходить через медитацию, обучение, а также через воссоединение с вознесенными владыками, с которыми вы работали из века в век. Самое главное, знайте, что у вас с ними общие цели, даже если вы не уверены, что они существуют. То есть для вас наступает время огромного подъема, и оно будет влиять на все сферы вашей жизни. Вот такой у нас получился прогноз для стрельцов. Я благодарю вас за просмотр, за лайки, за комментарии. Всем хорошего.